Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте! Таро прогноз гороскоп неделя с 11 по 17 сентября. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, мы проведем с вами приятное время. Какие-то подсказки все равно вы получите или свой собственный инсайт. Может быть, сможете просчитать какую-то ситуацию словно наперед на пару шагов и как она может развиваться. Вот мы говорим альтернативные варианты развития событий. Вот что-то подобное вы для себя проясните. Давайте разложим карты. И первый вопрос традиционно, что важно знать, что будет наиболее важным для вас, мои дорогие стрельцы, в течение недели. Здесь двояко. Старший аркан повешенного. Для кого-то это может означать патовая ситуация, та, которая сложилась на данный момент недели. С чем-то вы хотите разобраться или выйти вот из какого-то зависимого состояния. Такое тоже может быть. И здесь может быть разная ситуация. Либо зависимое состояние по работе, либо в личной жизни. У кого-то бывают и вредные привычки, хотя не совсем об этом. Может быть, есть какая-то история, которую вы бы хотели завершить или окончательно прояснить, но пока обстановка такова, что словно меня что-то сдерживает. Или есть какие-то сдерживающие мотивы, или, может быть, мои дорогие стрельцы, обязательства. У кого-то ведь и так может проиграться. Банально, к примеру, даже, да, когда я вынужден ухаживать, например, за больным родственником или уделять ему внимание. Тут разная совершенно может быть ситуация. Или ушел руководитель в отпуск, меня оставили за руководителем. Мне это не нравится все, и что-то я свое не могу осуществить. Но тоже я сейчас в какой-то такой обстановке, когда я не могу это изменить, потому что есть какие-то обязательства. Вот самое разное. Я, к примеру, привела пару таких вариантов, но какой-то еще подобный у вас может проигрываться, когда вот сейчас и рад бы что-то изменить, но как будто не получается. Что важно знать, если на такую позицию нам выпадает карта, я сказала двояко, то есть если есть у вас конкретные объективные причины, по которым вы что-то не можете изменить, то как будто и тормошить себя в этом направлении не имеет смысла. И карта нам говорит, в принципе, что-то может для кого-либо из вас встать на паузу. К примеру, документ обещали подписать или оформить, или вы ожидали, что получите какое-то соглашение, или с вами заключат контракт, а здесь как будто, обстоятельства опять же так складываются, что не получается осуществить в те временные сроки, как мы это предполагали. И второй момент по этой карте, для кого-то из вас это будет как сразу совет: ты не должен попасть, стрелец, в какую-то зависимую обстановку, или не должны от кого-то зависеть, или с чем-то просчитаться, чтобы потом, возможно, оказаться один на один с какой-то проблемой, из которой вы будете выбираться в одиночку. И второй вот этот момент трактовки у кого-то тоже может быть актуальным. Поэтому будьте внимательны и аккуратны, чтобы где-то себя словно не обесточить или не лишить возможности, может быть, действовать, как вам бы этого хотелось. Дав, допустим, кому-то обязательства, может быть, их и не было на начало недели, а тут иногда бывают люди: пообещай мне, что ты мне поможешь, к примеру, да, и мы из лучших побуждений говорим: да, хорошо, можешь на меня надеяться. А вы как раз, стрельцы, люди ответственные. Дали, если кому-то слово, как же это я не сдержу? И вот потом, хоть ты прямо по рукам и ногам я связанный, но я же слово дал, и вы где-то этот воз можете тянуть. То есть перекладывайте на себя. Здесь очень тонкий момент, и у каждого, конечно, своя ситуация в жизни. Давайте мы спросим, чего не избежать или неожиданности на неделе для вас. Может проиграться эта карта, как это у нас паж жезлов, то может проиграться как какая-то информация, которую вы ищете сами, чтобы прояснить тот или иной вопрос. По этой карте спонтанно какая-то информация к нам приходит, как тайну, которую мы внезапно узнаем. Или кто-то проболтался, и это будет как отправная точка отчета для того, чтобы для себя какой-то вопрос решить. Или мы видели как-то
с одного ракурса ситуацию, а здесь приходит новость, и для нас словно мир переворачивается. Тоже какая-то метаморфоза может по этим двум картам проиграться, что мы предполагали раньше, ну, одно видение проблемы или решение проблемы, или обстановку мы оценивали определенным образом, а здесь врывается какая-то новость, и мы уже видим совсем как-то по-другому. Так тоже может быть. Или это вопросы, связанные с вашими детьми, тоже могут так вот проигрываться. Какая-то новость вас, может быть, вынудит, ну, вот так вот взять паузу. И такое тоже может быть. Давайте мы спросим, чему сейчас не время или что нам может помешать. Да, если мы говорим про новость или про какое-то событие, это старший аркан башня. По нему могут быть, увы, какие-то обстоятельства непреодолимой силы и то, что мы не можем изменить. Может быть, мы в таких условиях окажемся, когда нужно осмотреться, понять, что вокруг происходит, или как это проиграется для меня на последующий период. И самое главное, искусство мелких шагов, что нам может помешать. Мы можем, знаете, словно как в невесомости зависнуть, или вот нам показаны двое людей, которые падают из башни как будто. С одной стороны, это свобода, но еще непонятно, что с этой свободой делать. И если вот в значении невесомость, это мы не знаем, что дальше предпринять. Есть какие-то, может быть, как новость, которая отчасти шокирующая, или какую-то правду мы узнаем, есть какая-то реальность, или, может быть, какой-то закон поменялся, у каждого по-своему. И что теперь предпринять? Ну, где-то пауза такая, может быть, и недолгая, но может быть для того, чтобы правильно оценить обстановку. Ведь карта башни у нас больше олицетворение какой-то тюрьмы, каких-то ограничений, периода, может быть, ограничений. Или период ограничений, который был, вот я говорила, может быть, ситуация тянется, у нас карта повешенного, какая-то пауза, была длительное время. Или это вы в вынужденном каком-то положении, состоянии находились, ничего не могли предпринять. А здесь что-то происходит, и как раз перед вами какие-то возможности. Но быстро, словно переключиться, перевернуться вот так на 180 градусов, для нас будет определенно такая задача. И тогда вот у нас, кстати, человек, как будто, обратите внимание, танцует. Но сделать это быстро, молниеносно не получается. Есть какая-то как данность, которую мы должны не только принять, но еще как-то переосмыслить, и для этого нужно время, и поспешные действия нам ведь тут тоже могут навредить. Поэтому, может быть, и придется решение какое-то принимать, и достаточно, ну, в таком ключе интенсивном, но не додумать как будто мы тоже не имеем права. Потому что два старших аркана, когда выпадают старшие арканы, это есть всегда какие-то обстоятельства извне. То есть нам что-то придется учитывать, мои дорогие стрельцы. Не все вот тут будет как по нашему плану. И в середине у нас карта Паш мечей, как раз она может говорить, что все начинается с какой-то новости, события какого-то, которое, может быть, не то, что непосредственно вас касается, но словно и вы в каком-то круговороте можете оказаться из-за обстоятельств. Поэтому будьте внимательны. Но сами что-то форсировать мы определенно не должны. Разрушать мы что-то на этой неделе не должны. И значит, даже если у кого-то ситуация, когда вам хочется что-то ускорить, ну, наверное, не на этой неделе, тут могут подключиться такие события, которых мы где-то не ожидаем. Поэтому, если мы еще что-то начнем тут динамить, педалировать, то разобраться будет еще сложнее. Давайте мы узнаем, что же будет помогать для вас, мои дорогие стрельцы. Деньги будут помогать, стабильное положение, с чем-то в плане финансов, может быть, недвижимости, есть какая-то база, есть то место, как цитадель, спокойствия, уверенности. То есть в целом вам самим ничего не угрожает. Но, может быть, обстоятельства вашей жизни вынуждают вас какие-то моменты учитывать. Если мы спросили, что помогает, помогает также получение денег или имеющийся какой-то, может быть, запас финансовый, вообще стабильное ваше материальное положение или имущественное положение, или есть то, что
как думая крепость в этом значении, или есть какой-то, знаете, как будто якорь, когда мы можем не беспокоиться как о хлебе насущном, или о каких-то жилищных проблемах, или о проблемах на работе. Но, видимо, даже с учетом карты башни, все равно вот именно вас, мои дорогие стрельцы, какая-то ситуация не касается так, как может быть кого-то другого. Ведь может проиграться еще и так, что это у кого-то как будто вот такая патовая ситуация, может быть у вашего хорошего знакомого, или у вашего родственника, или кому-то вы помогаете, или вокруг вас тоже вот что-то меняется, мои дорогие. А у вас, если нам говорят, что нам помогает, девятка пентаклей, у вас-то как раз все стабильно, надежно, хорошо. Давайте мы узнаем, что от вас скрыто, мои дорогие стрельцы. Вот интересно. Ситуаций множество может быть. Что от вас скрыто, знаете как? Вы тут можете, сказала бы так, это паж кубков. Что скрыто? Нет явно чего-то скрытого, но я бы сказала кто-то, и это будет актуально, может быть, для кого-то из вас. Вам готовится сделать либо приятное предложение, либо мы можем не видеть какую-то приятную новость, событие за какой-то патовой ситуацией. Или будет настолько, может быть, это наше как восприятие, да, нам какая-то история может казаться с большим минусом, а на самом деле все обстоит немножко по-другому. Нам как будто радость буквально мы какую-то можем не увидеть, или какое-то счастливое событие, или счастливую возможность, или мы можем отказаться от какого-то предложения, или начать, может быть, анализировать чересчур. И по поводу, кстати, какой-то новости, если мы говорим с учетом пажа мечей и пажа кубков. Смотрите, мои дорогие стрельцы, для кого-то из вас проиграется и такая ситуация. Вам, может быть, сделали предложение, или какая-то новость, или, может быть, это личной жизни касается, или по работе. Но мы начнем что-то анализировать и придем к выводу, что нет, я так не хочу. И по-моему, это должно быть как-то по-другому. Или в каком-то другом ракурсе, или в каких-то других традициях. Или я представляла это как-то иначе. Можем подумать, что для нас в том или ином вопросе будет какой-то подвох. И мы как будто нарочно можем ту или иную историю или чье-то предложение как будто продинамить или поставить на паузу. Подумаем, что нет, какое-то, что-то неопределенное и от чего-то отказаться. А на самом деле за каким-то предложением будет стоять что-то доброе, и я бы сказала даже искреннее, мои дорогие стрельцы. Будьте все-таки внимательны. То есть чего мы можем не заметить или что скрыто? Радость именно. Значит, или какие-то, может быть, обстоятельства в вашей жизни или которые вокруг вас могут где-то подпортить настроение. Так бывает, когда нам ничего не хочется, какое-то состояние апатии. И тогда важно будет все равно, у вас сейчас все стабильно, хорошо, увидеть какой-то положительный момент и больше позитива. Сказала бы так. Давайте мы посмотрим энергетику, дела, работа, бизнес. Вот странно. Интересно. Колесо фортуны. И здесь 50 на 50. Правда, у кого-то может быть его величество случай, шанс. И мы от чего-то можем буквально отказаться. Хотя по этой карте мы должны рассчитывать сами на себя. Хотим мы или нет, мы в какой-то ситуации должны проучаствовать как будто. Мы пока вот это самое участие не примем в чем-то, мы и не узнаем, плюс для нас это или минус. Хотя по карте 50 на 50, и вот в этом значении, точнее, имеется в виду, что мы должны оставлять за собой словно запасной аэродром. И если вынуждены, то вот как этот мудрец, который нам нарисован на карте, он проползает под колесом фортуны. Так и мы, может быть, должны выйти из какой-то ситуации сложной, если видим, что нет, нам туда не надо, как-то неправильно развивается она. Или, для нас может какой-то подвох иметь. Или в последующем, если мы просчитали, может быть, даже что-то наперед, видим, что можем остаться словно один на один с какой-то проблемой. То есть
считать где-то, анализировать придется. Но и отказаться от чего-то, ведь это может быть как плюс, так и минус, но заранее мы это не знаем, значит, отказаться сразу мы тоже от чего-то не можем, потому что принять какие-то новые условия жизни, например, или новые обстоятельства, новые формы обстоятельств или каких-то событий определенно придется. Быть где-то ну, на своей, с одной стороны, волне, чтобы чего-то не упустить, но и с другой стороны, знаете как, благодушествовать тут тоже мы не можем. Колесо фортуны, мои дорогие, будьте внимательны. У каждого как-то будет по-своему проигрываться. Давайте мы узнаем, а что же будет с финансами. Хотя нам сказали, финансы будут. Еще более чем. Девятка, десятка. Как будто финансы в рост, финансы в прибыль. У кого-то предложение по работе. И предложение достаточно интересное, но может быть совсем не такое, как вы это могли себе предполагать. Или вы хотели что-то другое, а вам предлагают совершенно альтернативное, мои дорогие. Надо соглашаться, а дальше будет видно. И если мы оставим себе место для маневра, да, если, ну, как бы вовремя выйти из какой-то ситуации, тогда мы ничем не рискуем. Ну, тогда мы ничего и не упустим, потому что на деньги нам выпадают деньги. Хотя десятка пентаклей иногда вопросы с недвижимостью или с имуществом, как движимым, недвижимым. У кого-то может проиграться вопросы, связанные с вашей семьей, может быть, вы кому-то помогаете, или общие финансы вашей семьи и, может быть, ваших детей или родственников, вот какие-то такие проблемы тоже могут проиграться, и вам придется этим заниматься. Но, повторюсь, если мы говорим, что по деньгам, деньги будут на этой неделе и как будто даже еще с каким-то прогрессом. Что в личной жизни, мои дорогие стрельцы, давайте посмотрим для вас, достанем эту карту. А это ваша карта, королева жезлов. Хотя она более удачлива, ну, по значению карты дела, работы, бизнес, то есть энергетика, она жезловая, это какое-то вдохновение, импульс, как ни крути. Поэтому для кого-то из вас проиграется, что много каких-то дел, может быть, по работе, может быть, вы даже не работаете, значит, в вашей семье, с вашими детьми, либо с вашими родственниками, либо какие-то документы будете оформлять, либо новости какие-то приходят. Вообще скучать будет некогда, мои дорогие стрельцы. Поэтому чем-то вы будете заняты. И видеть какую-то свою прерогативу или свой приоритет и заниматься, видимо, именно тем, что вам будет где-то интересно. Вот и слушайте свою интуицию, но с другой стороны, от чего-то не отказывайтесь. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.